В этом году мне посчастливилось быть членом жюри ФИДа, это сообщество фэшн-иллюстраторов, которое находится в Лондоне. И они пригласили меня также быть членом жюри конкурсов, которые они проводили в этом году. И я хочу с вами поделиться видео, которое я записала при выборе конкурсных работ. И я думаю, просто будет интересно посмотреть эти работы, посмотреть мои комментарии, мои впечатления, которые у меня возникли при выборе работ. Здесь есть 7 номинаций. По каждому разделу из 7 нужно выбрать одного претендента, который, на мой взгляд, является достойным получения награды. Хочу поделиться с вами впечатлением от работ и рассказать, что мне нравится или не нравится в каждой работе. Конечно, нужно понимать, что творчество — это очень субъективная вещь, и судей выбрано для отбора несколько, поэтому мой выбор тоже не будет окончательным. Перед нами на экране представлены работы финалистов, которые относятся к разделу «Художник-портретист». Разные вариации, разные стили. Мне нравится, как выполнены мазки, видит силуэт, как расположены блики. Я очень люблю именно такие объемные работы. Здесь мне очень нравится решение, как выполнена одежда, как стилизована одежда. Большое внимание здесь уделено именно отображению одежды. Тоже интересная работа, мне нравится, как здесь он плавно перетекает в детали. Здесь использована многослойная техника. В данной работе мне нравится, как падает освещение. Мы видим прямо здесь хороший контраст. Работать на черном фоне очень тяжело. Сделана красивая проработка, есть работа с фоном и очень хорошо читается украшение скиапарелли. Очень красивая работа, не видно, но очень красиво показана кисть руки, очень изящно. Изящно показан изгиб тела. Автор здесь не побоялся использовать какие-то смелые линии, штрихи. Непривычно для нас, да, непривычно. Мы привыкли рисовать более сдержанно и более правдоподобно, но такие работы я всегда хвалю именно за смелость. Данная работа мне нравится своей нежностью, легкостью. Здесь как будто хочется до какое-то завершения работы. Видим очень реалистичную проработку, очень хорошо, красиво показаны ткани, интересный сюжет. И большое внимание автора уделил именно проработке. Знакомый образ Гуччи, классно отображены аксессуары, и такая иллюстрация здорово подошла бы для рекламы. Данная работа выполнена в винтажном стиле, но здесь тоже можно похвалить автора за то, что автор не побоялся отойти немножко от реализма и сильнее стилизовал детали лица. Этот раздел посвящен модному искусству и иллюстрации. Видим разные сюжеты, от отображения образов с показов до каких-то сюжетных иллюстраций, которые отображают интерьер или которые отображают какую-то рекламную иллюстрацию, или более сложные сюжеты. Видим иллюстрации некоторых даже очень известных иллюстраторов, стиль которых я очень хорошо знаю. Видим с вами сюжетную иллюстрацию, мы видим интерьер, что этот интерьер похож на какое-то атмосферное место дизайнера. Данная работа выполнена в акварельной технике и технике чернил, очень красивые прозрачные ткани, недосказанность, такая легкая воздушная работа. Лицо модели очень похоже на лицо Elle Fanning. Видим очень интересную проработку именно ткани, стилизацию одежды очень красиво. Хорошая подача именно подиумной иллюстрации, легкие мазки, красивая передача ткани. Мы видим, как переданы люди, которые сидят на показе. Тоже хорошая работа. Красивая стилизованная работа с контрастным сочетанием цветов, с вытянутыми пропорциями, своеобразные эмоции. Интересный подход к реализации. Здесь мы видим сочетание техники коллажа, карандаша. Нравится, что здесь использован нестандартный ракурс, не просто модель, идущая по подиуму, а девушка именно в движении. И также мне нравится, что мы, как зрители, располагаемся чуть ниже. Очень красивая работа, такая сюжетная, со смыслом. Здесь увеличенную часть тела и как это все уходит в перспективу. Достаточно смелая работа, мне она тоже очень нравится. Красивое исполнение тканей, хорошая работа с фоном. Здесь мне нравится использование этой многослойной техники. Следующий раздел – это раздел, который посвящен иллюстратора по текстилю. И здесь мы с вами видим не так много работ,
Все они достаточно хорошо выполнены, и видно, какое внимание каждый автор уделил работе. И здесь, конечно, опять же, субъективное мнение. Кто-то любит более понятные сюжеты, кто-то любит абстракцию. Здесь мы видим такие более абстрактные формы. Где-то мы видим с вами более читаемые формы цветов, где-то смесь абстракций и понятных нам силуэтов, где-то есть флора и фауна, такие более сдержанных оттенков. Следующая номинация – это студенческая иллюстрация года. Здесь мы видим также разные иллюстрации, видим очень проработанную интересную технику, очень сложный ракурс, но очень хорошая проработка и подача. Здесь мы видим более креативный подход, яркие, смелые сочетания цветов, такая классическая фэшн-иллюстрация. Здесь мы видим использование элементов недосказанности. Смотрится интересно. Такие иллюстрации могут очень хорошо быть обыграны в подаче именно рекламной продукции, когда у вас есть свой герой, и вы уже выстраиваете иллюстрации с сюжетом взаимодействия с рекламными продуктами главного героя. У каждой работы мы можем увидеть сильные стороны, мы можем найти какие-то интересные решения. Следующая номинация – это художник года в живых мероприятиях. Всего 3 номинанта, конечно, это очень мало для того, чтобы сделать выбор. На самом деле, я думаю, что так мало работ представлено только из-за того, что дорогие взносы именно участия в конкурсах. На самом деле сейчас очень большой расцвет идет именно вот такой иллюстрации, которая требуема на живых мероприятиях, очень большой спектр именно применения такой иллюстрации, и очень много сейчас иллюстраторов, которые работают именно на живых мероприятиях, поэтому здесь, конечно, выбор мог быть гораздо больше. Следующее – это цифровой художник. Здесь мы видим 4 номинанта. Работы очень похожи, как будто бы из одной серии. Это, видимо, представлены серии одного автора, потому что похожа очень подача работ. И здесь то же самое, очень похоже. И последняя номинация – социальные медиа и анимация. Здесь я уже просмотрю ролики отдельно, когда будет открыт к ним доступ.